Почему Executive Search такой дорогой? Может, мы сами можем делать подбор топ-менеджеров? Зачем нам нанимать руководителей через агентство? Добрый день, с вами Андрей Якунин и канал Директория. Сегодня на условно-гипотетическом примере переговоров с клиентом мы хорошо осветим темы стоимости и ценности услуги Executive Search. Вы погрузитесь в почти реальный кейс и посмотрите на услуги поиска ключевых руководителей глазами и клиента, и консультанта. Вместе выясним, за что клиенты платят высокие гонорары консультантам. Уверяю, это будут уникальные инсайты. Смотрите ролик до конца, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы. Поехали! Когда на встречах мне говорят о высокой стоимости проекта, пытаясь принизить ценность наших услуг, у меня в голове пролетают множество наших успешных проектов, выдающиеся кандидаты, успешные плейсменты, довольные клиенты. Погрузимся, как я уже говорил, в почти реальный кейс. Типичная ситуация. В крупном локальном холдинге существует потребность в толковом, опытном управляющем директоре. Большое структурное подразделение, большие объемы, большая ответственность, и они уже не первый месяц работают без руководителя. Внутренние ресурсы рекрутинга исчерпаны, родственников и кандидатов по знакомству уже пересмотрели. Ситуация зашла в, скажем так, небольшой тупик. Время идет, директора нет. HR-директор пригласила нас на переговоры с генеральным директором холдинга. И все идет хорошо. Технология поиска понятна, сроки и гарантии обсуждены. Все идет хорошо ровно до момента обсуждения стоимости проекта. Далее постараюсь передать вам этот диалог в лицах. Андрей, но это же очень дорого, треть от годового оклада и премии. Тимур, дорого понятие относительное, с чем вы сравниваете стоимость? Ну, на эту сумму я могу на весь год нанять отдельного рекрутера, пусть ищет этого управдира и из чего что-то там дополнительно будет делать. Сказал и сам засмеялся генеральный директор. Тимур, как часто вы нанимаете своих управленцев? Ну, регулярно, в год 2-3 проекта обязательно случаются. А мы делаем это ежедневно. Оцените, вы набираете 2-3 в год, а мы делаем это каждый день. Мы каждый день работаем с поиском лучших управленцев для самых разных клиентов, в самых разных отраслях, в самых разных странах. По всему миру без границ. Кто сделает эту работу лучше, мы или отдельно нанятый рекрутер? Ну, скорее всего вы, но мы сделаем это дешевле. Тимур, знаете, почему военные хирурги считаются лучшими? Именно потому, что много и регулярно режут. Постоянная практика решает. Так и в Executive Search. Нельзя быть лучшим без постоянной практики. Клиент засмеялся, услышав эту метафору. Тимур, вопрос на засыпку. Какой автомобиль холдинг выделяет для этой должности? Как и у всех других управдиров. Land Cruiser 200 с водителем. Не рассматривали вариант купить микроавтобус и делать развозку всех управдиров по графику? Андрей, это вы ведете к сравнению со штатным рекрутером? Возможно и так, теперь уже засмеялся и я. Тимур, пожалуйста, посмотрите на ситуацию со стороны, как если бы вы изучали чужой бизнес-кейс. Компания готова приобретать автомобиль для управленца за 80-100 тысяч долларов, но не готова инвестировать деньги в поиск лучшего кандидата для данной должности. Вы бы со стороны что сказали о ситуации? Андрей, так нечестно. Понятно же, что я скажу, что ситуация выглядит, мягко говоря, очень нелогично. В чем же нечестность? Мы оказываем клиентам действительно нужную и важную услугу. Не просто подбор более-менее подходящего, а подбираем лучшее соответствие конкретному клиенту из существующих на рынке профессионалов. Наши переговоры продолжились дальше. После небольшой тактической рокировки мы выходим на новый виток переговоров о цене. Андрей, но почему тогда я заказываю услуги рекрутинговых компаний в 4, 5, 10 раз дешевле? Я проверял, перед встречей подчиненные подготовили мне подробную справку. Тимур, можно вопросом на вопрос? Вашими же словами. Но почему тогда вы покупаете управдиром Land Cruiser в 4, 5, 10 раз дороже, чем автомобили для рядовых сотрудников? Я не буду говорить про офис головной компании, мебель, соцпакет и так далее. И это не про престиж и элитарность. Для каждой операции нужно использовать соответствующий инструмент, чтобы получить максимальную эффективность. Так сложилось в бизнесе, что ключевых управленцев ищут с нами, с Executive Search. Nothing personal, just business. Но все равно меня не покидает ощущение, что это дорого. Вполне допускаю, что это потому, что мы раньше так никогда не делали. Тимур, в начале разговора мы говорили про относительность дороговизны.
Попробуйте сравнивать не с услугами по поиску бухгалтера или заместителя директора филиала. Сравните со стоимостью принимаемых решений этим управляющим директором. Оцените, какой урон может нанести неправильно подобранный лидер. И наоборот. Представьте, какую выгоду принесет лучший кандидат. Что в таком случае говорит ваша управленческая логика? Андрей, давайте на чистоту. Мне действительно нравится ваше предложение. Сразу видно, что вы крутая компания и знаете свое дело. Я практически купил ваши услуги с самого начала, но я хочу еще поискать ваших конкурентов, поискать предложения подешевле. Тимур, спасибо за прямоту и комплимент. Не каждый готов открыто говорить о желании посмотреть и другие предложения. Кстати, а к стоматологу вы тоже обращаетесь подешевле? В этот момент мы оба засмеялись, вставая из-за стола переговоров. Тимур, наше предложение мы формализуем и вышлем вам через 2 дня. После общения с другими консалтинговыми компаниями обязательно позовите нас опять. Вместе обсудим ваши исследования и возможный проект, даже если решите работать не с нами. Через 3 недели клиент подписал с нами контракт, и мы приступили к поиску управляющего директора подразделения холдинга. Подведем итоги нашего диалога. Первое. Стоимость услуг относительно. Оценивайте ту пользу, которую реально получит бизнес. Второе. Executive Search консультанты каждый день, каждый божий день занимаются подбором руководителей. Представляете, как у нас набита рука, наметан глаз и развита интуиция. Третье. Задумайтесь о стоимости принятия решения и стоимости ошибок искомого руководителя. Счет идет минимум на миллионы долларов. Вы готовы рассчитывать на удачу в таких решениях? Ну и четвертое. Теперь вы точно знаете, с кем нужно обсудить поиск важного для вашего бизнеса управленца, даже если решите работать не с нами. На нашем канале есть отдельный плейлист именно про поиск топ-менеджеров. Переходите по ссылке здесь. Друзья, спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, этот маленький кейс помог вам лучше оценить ценность услуги Executive Search для реального бизнеса. С вами был Андрей Якунин и канал Директория. Всем спасибо, всем успехов, пока!